Есть телефон или планшет на андроиде? Прими участие в бета-тестировании официального бесплатного приложения от Вспышки. Ничего сложного, заходи на Вспышка Клаб, устанавливай приложение и помоги нам стать лучше. Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка, и я хочу задать вам вопрос. А вам не надоели еще десятки? Ну, по большому счету, я, конечно, понимаю всех тех, кто до них докачался и играет там давно. Вот я, примерно, на десятках катаюсь 6 лет. И, если честно, периодически надоедает и хочется сделать такой дауншифт, спуститься пониже. И нашел я для себя 6-го уровня. Танчик, это Шкода Т-25, очень бодрая, бойкая машинка. 7 секунд перезарядки можно разогнать до этих показателей. Барабана на 3 пульки с КД 1.33. Урон 110, урон немного. Бронепробитие тоже не ахти какое. Базовый снаряд 132, 185 на подкалибере. И с восьмерками мы явно будем иметь проблемы. Но, ребят, на самом деле очень много людей играют на 7-х и 6-х уровнях. Там основная масса сервера сконцентрирована. Поэтому в бои с восьмерками вы будете попадать, 2 боя из 10. Все остальное вы будете либо в топе фактически, либо с семерками, что тоже не сильно отличается от топа по крепости брони противника. И если вы встретите какого-нибудь японца, который встречается все реже и реже, на самом деле, из-за определенных там нерфов в патче 9.15, то вы будете нагибать. С восьмерками, понятное дело, данное бронепробитие не позволит даже на подкалибере расковырять в лоб какой-нибудь едущий на ваш из третьей, не 7-й, понятное дело, или какой-нибудь Охо, который тоже вдруг решит остаться один последний выживший, и вы против него. Не удастся его расковырять. Но во всех остальных историях этот парень себя показывает очень круто. Я пересадил на него экипаж с ТВПшки, потому что я там не планирую в ближайшее время на ней кататься. А модули и оборудование заточены под обзорчик. Несмотря на то, что здесь не сильно большой обзор, 360 метров, разогнать до 447 метров это возможно. И вы можете сами себе подсвечивать за счет, в общем-то, максимального обзора с перкового экипажа, плюс боевое братство, плюс паёк, плюс оптика. Ну и хорошенечко постреливать. Сюда, в общем-то, больше ничего особо и не поставишь. Приятного — это 3 модуля, приводы наводки, оптика и ивент, которые сюда нужно ставить. Желаю вам приятного просмотра и не забывайте, что на маленьких уровнях есть свои мастодонты, которые могут доставлять кучу удовольствия, не только в десятках счастья. Итак, внимание, бой. Стандартный бой на рудниках, как вы видите, бьемся мы с семерками различного масштаба. Это и Black Prince, очень серьезный противник. Это и Су-122-44, который на 2 выстрела нас разносит. И это вот эти замечательные пацаны с оленемерами на 5-м уровне, которые пишут «Слив у нас в кармане», потому что они либо видят Т-67, взвод достаточно серьезно, агрессивный такой имбовзвод на этом уровне, на 6-м и на 5-м, а также видят большую арту, которой у нас нету, не загрузившийся Ариэль, и в общем-то у нас все плохо. Что я решаю делать я? У нас есть вариант, благодаря скорости 60 км в час, которую мы таки набираем, забраться в гору. Но зачем это делать? Если туда полетит взвод, то он нас там просто заклюет за 3 секунды. Лучше отстрелить поднимающихся, и Т-37 уже эти пару плюпуханов получает. Я ловлю выстрел от Т-67, и это сразу дает мне дополнительную инфу о том, что там может быть весь взвод. Если там весь взвод, так хотя бы проще. Вот второй светится, успеваю дать ему выстрел, он испугался, и хорошо. Мы теперь знаем, что там весь взвод. Просто тупо еще один выстрел от Т-67 прилетает, еще одно такое сверхдоказательство того, что там парни засели и будут играть первую линию. Что ж, тогда давайте воспользуемся этой информацией, будем подконтроливать Шкоду Т-25, которая, судя по тому, что она меня не увидела, пока я не начал стрелять, не имеет оптики. Это хорошо, это еще дополнительная такая легкая новость. Вроде бы, да, ничего не происходит. Лампочка секундой позже, секундой раньше, но, ребята, это вам инфа о тех перках, модулях, я не знаю, чем угодно, что может быть на вражеском танке надето, обучено, и это
информация, которая поможет вам победить. Может помочь вам победить, если вы ей воспользуетесь. Быстренько разворачиваемся на Су-152, которая нас подсвечивает, ну и штурмовка у него не удалась. Вот Шкода нас пытается что-то там увидеть. Мы прячемся, с одной стороны справа нас закрывает холм, с другой стороны вот мы также вот этим холмиком от него закрываемся. Что ж, мой обзор на самом деле равен не синему кругу, а желтому кругу. Это определенный баг реплея. Я вам уже показал в ангаре, что там 447 метров, что в общем и в целом очень много на 6-м уровне. Ну, понятное дело, это благодаря разогнанности в принципе экипажа. Но теперь нам надо выбить эту Шкоду, и далеко не все пули летят. Это определенная такая, что ли, ахиллесова пята. Ему немного не хватает точности, Шкоде Т-25, и боекомплекта. Кажется, что 60 пулек это дофига. Но это всего лишь 6000 урона, а обратите внимание, сейчас счет 3-3, а у противника еще 8000 урона. При всем желании мы не можем убить всех на карте. Есть некоторые танки, которые вот благодаря боекомплекту это позволяют, Т-67 нет. Нам нужны союзники, поэтому, ну еще у нас куча там промахов тоже может быть, если мы стреляем там на 300 метров, а противник еще юлит, прячется, или мы пытаемся делать там какие-то прострелы, нам может просто не хватить этих снарядов, поэтому чуть-чуть аккуратно их расходуйте, когда начинаете играть на этом танке. Я чекнул лампу, увидел, что она появилась, и на первой линии, значит, кто-то еще тусит, и это не Т-3485, решил, окей, тогда я не поеду туда, пускай Е-25 там контролит, он там всех перестрелять может при желании. Поеду-ка я в спину тяжем. КВ-2, Black Prince, ИС и все эти замечательные ребята, имея много ХП на этом уровне, когда они получают минус 300 с быстрого барабана, на разряд которого вы тратите 2 секунды и 66 сотых, они просто разваливаются. Быстренько заставили КВ-2 развернуться и умереть, также помогли ИСу окончательно сдохнуть и в очередной раз ушли на КД-барабан. Быть может, мы сейчас увидим какую-нибудь арточку. Я очень хочу увидеть М44, который там светился и еще живет. Но, к сожалению, еще этого не происходит. Высовываюсь чуть дальше. И, здравствуйте, Су-14-1. Арта 7 уровня, 350 урона. У нас вылетает неплохая альфа первый раз. И этого достаточно для того, чтобы снять с нее полностью 350 хп. А вы сами знаете, бывали в такой ситуации, что вы даете альфу арте, а потом уходите на КД, не на барабанном танке, и арта вас за это убивает, потому что уже там она успела досвестись, а здесь барабанчика может хватить. Не всегда это будет происходить, но Су-14-1 это 7 уровня арта, а если мы видим 5-6 уровня арту, то мы ее там практически гарантированно с одного барабана забираем. Мне немного не хватает подъема наверх, дабы обстрелять Т-25-2. Но, во всяком случае, я засвечиваю Т-67, и у нас появляется дополнительная информация. Т-67 потихонечку погибает. Выкатываться сейчас вниз не имеет большого смысла. Black Prince еще жив, Комет еще жив, Су-122, 44 и Т-25-2 тоже еще живы. Соответственно, если я буду выходить здесь, будет больно. А если попробовать пройти снизу, может быть интересно. Перезаряжаю уже подкалиберный барабан, понимаю, что передо мной всякие кометы могут быть не сильно пробиваемые, и Су-122-44 тоже в лоб не сильно пробивается, но в бортину отлично мы ему напихали целый барабанчик, у нас уже 1800 урона, что очень приятно, и фактически в лоб и ее забираем, эту Су-122-44 после перезарядки. Очень комфортно обстреливать танки на дистанции 200-250 метров. Снаряды летят достаточно кучно, благодаря всяким перкам и модулям мы досводимся практически в копеечку после каждого выстрела. Там получается досведение чуть больше, чем 1.33, но незначительно. Если мы будем стрелять зажимом, то да, могут быть определенные там подвижки. Ну, к примеру, сейчас я просто вышел и стрелял зажимом. Стрельба зажимом фактически невозможна на многих барабанах. Во всяком случае, это дает очень сильный разброс, и там 3-4 выстрел уходит в небытие. А здесь всего 3 пули, и вы реально успеваете зажимом отстрелять все достаточно точно. Поэтому минимальное время КД между снарядиками и, в принципе, маленькая перезарядка барабана делает из Шкоды Т-25 очень серьезного парня.
чего я, в общем-то, вам и желаю почувствовать всю его серьезность в боях 6-7 уровнями. С 8 будете страдать, это точно. Если только вы там не найдете какое-нибудь волшебное для себя место и не будете играть рядом с другими СТ или ТТ, выкатываясь в спину их противникам и разваливая их своим микробарабаном, который великолепно, в общем-то, урон наносит. Представьте себе, отстрелялась какая-нибудь Исуха, вы залетаете, первый барабан подкалиберов ей даете, минус 300, она еще перезаряжается, вы второй барабан ей даете, еще минус 300, ну и фактически вы можете и третий дать, но, скорее всего, ваши союзники доберут этого парня. Но, чтобы такое не произошло, ставь лайк под этим видео, подписывайся на канал, спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.